Приветствую, друзья! За последнее время мы перебрали с вами весьма внушительные по качеству USB микрофоны Fofine K690 и Maona PD400X, а также не менее достойный бюджетный Maona DM30, который меня тоже удивил. Сегодня же я предлагаю коснуться центральной модели от этой компании с полностью новым капсулем и, как показывает опыт, просто фантастическим уровнем записи. То, как он пишет голос, это нечто феерическое. Теперь это мой основной USB микрофон, знакомьтесь, Maona PD200X. И да, у него тоже есть DSP с блоком эффектов, и он также умеет работать с микшерами и аудиоинтерфейсами по XLR. Собственно, о нем и говорим. Поехали! Пришел аппарат, в отличие от старшей версии, в довольно небольшой картонной коробке. Впрочем, то и понятно, так как внутри из полезного лежит только инструкция, USB-кабель и переходник для штатива на 3/8 дюйма. Это если не считать паука, изначально уже установленного на корпус микрофона. То есть о штативе вам придется позаботиться самостоятельно, но в том я вижу одну только пользу. Если штатива нет, его можно докупить отдельно, а если есть, вы не переплачиваете за дорогой и по факту ненужный элемент. То же самое, я думаю, и относительно XLR кабеля, если вы планируете использовать его с микшером или аудиоинтерфейсом. Итак, штатив у меня уже был, поэтому все, что оставалось, это накрутить на него паука и сориентировать аппарат верхним торцом ко мне. Говорить здесь надо именно верхний торец, а не сбоку, как у младшего DM30 или решениях от Fofine. Именно за это я, друзья, и обожаю компанию Maona, это просто сверхудобно. Держится микрофон уверенно, ножка имеет фиксацию винтом, а снизу находится крепление на универсальный по резьбе разъем 5/8 дюйма. То есть с учетом переходника установить микрофон можно на совершенно любой современный штатив. Сам же корпус внешне схож со старшим PD400X, но при этом наделен и рядом своих уникальных решений. Так, верхняя часть теперь не сеточка с хлипкой поролоновой прокладкой, а сразу установленная нормальная ветрозащита, которую, кстати, можно снять и обнажить, так сказать, сам модуль. Теперь, как видите, это больше похоже на пушку. Сверху у нее тоже металлическая решетка, внутри которой просматривается капсуль. Так, на мой взгляд, микрофон становится еще брутальнее, однако не защищен от ветра и всяких резких звуков. Нижняя же часть подверглась куда меньшему числу изменений. Здесь все так же красуется многофункциональный регулятор, работающий с приятными механическими щелчками и наделенный подсветкой, где по первому клику настраивается чувствительность, а по второму громкость мониторинга в наушниках. Из плюсов кнопка отключения микрофона из сенсорной наконец-то превратилась в механическую. Если ободок регулятора горит красным, значит звук временно заглушен и можно что-то сказать окружающим, чтобы это не попало в эфир. Постоянно этим пользуюсь, но на сенсоре были, так сказать, ошибки и приходилось постоянно перепроверять. Ну и еще из нововведений ровно посередине располагается светодиодное кольцо, которое можно настроить из фирменного приложения или же пощелкать стандартными предустановками при помощи кнопки на нижнем торце корпуса. Да, в PD400X она переключала пресеты эквалайзера, а теперь отвечает за подсветку. Если же свет вам мешает, то зажимаем кнопку на пару секунд и светодиоды гаснут. Также снизу располагается уже знакомый нам XLR вход для использования микрофона с микшером или звуковой картой, 3,5 мм джек для подключения наушников и Type-C порт для работы в качестве USB микрофона. Здесь, думаю, не лишним будет напомнить, что в режиме XLR это обычный микрофон. Все множество программных фишечек и настроек работают только при USB подключении. Из упрощений теперь нам не виден уровень записи, хотя смысла в том и раньше не было, поскольку вся линейка даже при максимальной чувствительности не превосходит 0 дБ. Из системных настроек можно узнать, что работает микрофон только в одноканальном режиме, а по разрешению поддерживает запись в 16 и 24 бита при частоте дискретизации 44,1 и 48 кГц.
Львиную же часть всех фишечек нам, как обычно, вынесли в приложение Maona Link, которое существует под Windows, Mac и Android. Здесь можно обновить прошивку микрофона, отключить звук, увидеть и настроить уровень записи, отрегулировать громкость мониторинга в наушниках, поиграться с подсветкой и подкорректировать тон вашего голоса. Сам я пользуюсь Presetom Original, однако можно добавить баса при помощи Deep или наоборот поднять верха в Natural. Как работает режим Legacy, мне до сих пор непонятно. В продвинутом режиме это на соседней закладке доступны все те же уровни, но к ним добавляется эквалайзер с 4 настройками, а также собственный лимитер с компрессором. Последние, в отличие от флагманского PD400X, не имеют тонкой настройки. При помощи эквалайзера я, как обычно, обрезаю низкие частоты, поскольку именно там находятся основные резонансы помещения. По уровню здесь получается примерно минус 12 дБ. После записи полученные аудиофайлы я всегда нормализую, а саму запись веду в 24 бита 48 кГц. Ну и из-за кардиоидной направленности все, что происходит вокруг вас, довольно-таки слышно. Давится только то, что оказалось непосредственно за микрофоном. По шумам у меня уровень просто лежит, то есть уходит за пределы минус 54 дБ, что абсолютный рекорд. Сам же голос с настройкой Original, то есть без вмешательства алгоритма улучшения, мне показался прямо сверхчетким, хорошо артикулированным и с акустически правильным весом. Помню, микрофоны Fofine мне нравились за высокое разрешение. Так вот, Maona их не только догнали, но уже и перегнали. У Fofine все было детально, но немного неестественно, легковесно и с ощущением перешарпа, в то время как герою обзора удалось совместить прорисовку с тембральной мелодикой, экспрессией и просто сногсшибательной реалистичностью. Голос реально вот словно живой. Пожалуй, это лучший микрофон, что я вообще только встречал. Он не только крут в плане записи, но еще и обеспечивает идеально чистый фон. Использовать его по XLR тоже можно, однако без всех имеющихся фишек не вижу в том особого смысла. Можно, но нужно ли? Все и на USB просто шикарно. Ну а как микрофон записывает, вы слышите прямо сейчас. Все настройки я уже описал, больше ничего не задействовал. Итогом USB, он же XLR микрофон Maona PD200X прекрасно выглядит, не содержит в себе ничего лишнего, имеет добротную такую подсветку, съемную ветрозащиту, без которой, кстати, становится еще брутальнее. Наконец-то механическую кнопку Mute и ровно такой же многофункциональный регулятор, как и у старшей версии. В приложении, конечно, все чуть попроще, нельзя выставить расстояние до капсуля и нет тонкой настройки лимитера с компрессором, зато ровно тот же эквалайзер на DSP, настройка тона и основные элементы управления. По качеству записи же это просто фантастика, абсолютно чистый фон, сочное, насыщенное звучание с акустически правильным весом, глубиной и чуть ли не идеальной артикуляцией. По мне, так это самый лучший звук, что я только встречал в относительно недорогих микрофонах, а я перебрал их уже прилично. Однозначно рекомендую, просто потрясающая модель. А на этом у меня все. Это был динамический микрофон Maona PD200X. Всем добра, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.